Так, водичку я поставил. Ребята, неописуемая красота. Вот такой ржавой водицы. Даже элементарно такие спуски перестают радовать. Так, ну что, ребята, всех приветствую. Сегодня пятница и будет совершен велопрогулка. Вот. Как она произойдет, как она состоится, все будем смотреть, наблюдать. Взял сегодня с собой баул, загрузил туда по максимуму, а именно 7 килограмм разной утвари. Одометр поставил я по нолям. Вот. И сейчас весь такой красивый, нарядный. Поедем, ждем поезда. Я хочу вот в эти кабинеты. Я проверю. Встретил спуском, хорошим подъемом, на который сейчас забрался. Благо после поезда энергичный, есть силы. Вот, и следовательно нам нужно двигаться в те леса на Нязепетровск. Вот. В данном городе Верхнем Уфалее буквально через каждый переулок есть колонки, где можно, соответственно, еду против ветра по рельефной местности. Ветер дует прямо в лицо. Вот так вот. Так, ребята, сейчас нахожусь, даже поднимаюсь на подъем. Настроения вообще никакого нет, все пропало. Так как и ветер встречный фигачит, слов просто нету. Хочется даже развернуться. Вот. И я думал, что за этим поворотом будет спуск. Не тут-то было, там еще поворот. Ой, еще горочка. Ну, делая маршрут, знал, что будут такие хорошие, да, подъемы. Но надо только вперед, двигаться только вперед. Водички набралось под колонки около литра. Под рамой находится. Следовательно, погода прекрасная. Намазался комаринкой от клещей. Может, запах отобьет. Следовательно, нам ехать потихонечку за автомобилем «Газель». Итак, ребята, находимся сейчас на роднике, буквально в 14 километров от Уфалея. Дорога депрессионная какая-то, блин, одни горки, ветер, капец, блин. Ладно, сейчас надо будет пополнить свои запасы, так как взял литр, и пойдем набирать с вами водичку. Здесь еще надо дополнить, допить. О, работает ли он, нет, неизвестно.
И что за прикол? А, вот труба. И что, разве ее пить-то можно, что ли, нет? Ёлки-палки. Не знаю, что-то. Наполнил больше половины вот такой ржавой водицы. Так что ехать еще далеко, 60 километров, подъемы. Пить все равно нужно будет. Выхода нет. Так что так. Все, погнали. Даже элементарно такие спуски перестают радовать. Но не радует ветер. Даже когда ведешь велосипед при скорости 4-5 км в час, ветер чуть не сносит, наверное, с ног. Просто штормовой такой ветер. 20, около 30 километров я проехал, наверное, за 3 часа. Хорошие тут подъемы, спуски, но в основном подъемы. Вот. Следовательно, на подъемы не обращаю внимания, да. Но есть такие моменты. Но ветер это вообще огонь. Он даже мешает, когда уже едешь с горки. Такое сопротивление дает вообще. Даже горка, спуск не помогает. Ладно, мы уже подъезжаем к Князепетровску. Погнали с горочки. Все просто ходит ходуном. Река Куказар. И уже непосредственно недалеко от Князепетровска. Шел, смотря на асфальт, в горочку поднимаясь, увидел то ли уж, по-моему, уже мертвый, раздавленный. Вот. Уже более 15 минут. Какая красота вообще, вон там горы. Веду лесопед в горку против ветра. Вот тут креативно как сделали. Елочка с флагом. Крест стоит. Вот. Но мы уже подъезжаем, подходим даже, могу сказать, к Князепетровску. 38 километров за 3,5-4 часа. Там уже горочка. Я уже не радуюсь. Ветер, зараза, ветер. Так. Все беды от него. Так что все, погнали. Пропан 78 рублей. Парень на двухподвесе херачит на. Огонь. У меня непонятно становится. Данные таблички указывают центр. Так как установленные таблички всегда, наверное, в городе находятся, они показывают конкретно, где центр. Но тут среди леса, среди тайги. Офигеть. Километра от самой станции до данной таблички на одометре. Доехал я
за 4 часа, 4:20. Ребята, неописуемая красота. Тайга такая. Посуду мой, говорят. Коза с козлом. Ох, сейчас меня наверное. Шел в магазин, купил молока 49,50 и вафель на 80 рублей взял. И еще и синтуков 31 рубль. Все, водичка накушать есть. Тут, по-моему, дом культуры. Так, водохранилище, река Нязя. Ветрище. Как тут только люди живут, непонятно. На таких склонах. Мы прощаемся с городом, поселок Нязепетровск. Очень такой смешной город. Блин, опять этот ветер. Все на уклонах. Дай молока. Ну что, папочка вернулся обратно в Верхний Уфалей. Да, дорогие друзья, по маршруту у меня не сложилось. Не буду я пенять на велосипед, на велобаул, да. А скажу, что не справился. В плане ветер меня одолел. И сейчас нахожусь за Уфалеем, можно так сказать. Следовательно, сейчас разбиваю лагерь, быстро натягиваю тент, расстилаю спальничек, мазюкаюсь мазью, комары летают, мушки появились. Следовательно, отвариваю гречку, рыбку, опустошаю баул и на поезд в 6 часов утра. Поставлю будильник пораньше. По ощущениям скажу, данный маршрут, значит, сильная вещь, особенно от Уфалея до Нязепетровска. Подъемы там, я таких подъемов, наверное, еще по своему маршруту никогда не видел. Затяжные, большие подъемы, вплоть до полкилометра, наверное, 500 метров, если не выше. Все, ладно, время уже 9 часов, надо располагаться. И буквально тут ехать около 4 километров на станцию за билетом. Организовал из тента такую палатку. Сейчас закину коврик, соответственно, подушечку и теплый спальник. Вот. Поставлю сейчас будильник и будем кушать. Здесь есть импровизированный стол, пенечек, где сейчас будем все варить. Ветра такого нету, даже вон недалеко нахожусь от двухэтажек.
Вот. Ну и все, будем располагаться и выключаться будем. Проехал, значит, я. Так. Проехал, значит, я сегодня. Сейчас посмотрим. Забыл выключить страву. Так, значит, 100% зарядки. Страва, что нам покажет? 104 километра за адских 7 часов. Останавливаем машину. И, следовательно, завтра до вокзала буквально там осталось 2-3 километра. Ну, 105 будет километров. Да, хотя уже 105. Вот, в принципе, и все. Можно отключать GPS. И со спокойной душой ложиться спать. Так, водичку я поставил. Залил буквально миллилитров 600. Да. Так как я катаю, именно у меня здесь порция. На 2 порции получается. Я раньше катал с кружкой. И мне хватало данного пакетика. Это 75 грамм гречки. На эту кружку эта порция вполне достаточно, чтобы мне поесть. Но для эксперимента взял с собой котелок, так как с велобаулом. Вот. И, следовательно, сейчас, как целый день ничего не ел, только позавтракал, следовательно, сейчас двойную порцию закину. Закинул пакетик чая и 2-3 таблетки заменитель сахара. И поем с сайрой. Сайру оставлю еще на завтра. Вот, забыл хлеба взять. Ну ничего, так сгодится. Взял вафельки еще. И еще воды у меня море. Вот, надо не забыть поставить будильник. И в принципе все. Взял эту накидку от палатки. Весит она 700 грамм. Плюс колышки. Ну, грубо 900, ну, килограмм. Вот, значит, палатка рассчитана на 2 человек. Я вам там не видно, наверное, нифига. Закинул коврик. Сейчас спальник расстелю. Взял с собой спальник такой теплый. Я его постоянно таскаю везде. Ну как постоянно. Если легкий такой, но, следовательно, сегодня зимний спальник. Буду спать в нем. Как бы пришлось мне не раздеваться. Значит, одел трико. Носки. Да. Носки завернул в трико, чтобы клещи не попадали. Сейчас еще намазюкаюсь мазью, так как появились комары, уже говорил. И надо сейчас будет перед едой умываться. Воды нету. Хотел остановиться на водохранилище, но так к берегу подходить там капец. Сейчас будем умываться. И, следовательно, ужинать. Взял с собой витамины, около 20 штук. Ундивит называется, это дрожже, как раньше в детстве давали. Водичка закипает. Так, надо прибраться. Так, уже открыл рыбку. Чаек на завтра. Молоко еще, наверное, ночью попью. С рыбкой, да? Все, сейчас у нас гречка закипает. Все, водичка буквально минута. Закидываю. Чаек наливаю. И вот кашка. Тоже порционная. На 3 раза покушать. Стаканчики. Вот. Завтра поем. Наверное, завтра молоко оставлю с молоком, кашу. Вот так вот, наверное, проще будет. Вот, чтобы молоко не пропадало. Вот. С велоболом кататься это. О, еще это взял. Сушки взял. Ничего себе, я запасливый. Ну, это, наверное, ближе к ночи погрызу. Ну, как-то так.
Хорошо так. Даже хочется опоздать. Не вылезать из спальника. Следовательно, время 3 часа. Через 3 часа поезд. Надо вставать и потихонечку собираться. Ночью что-то свистело. Проснулся в 12 часов. Ну, в принципе, и все. Скоро рассвет. Через 40 минут. Так что, ладно, погнали, будем собираться. Ну все, ребятки. Ой-ой-ой. Еду на вокзал. Так, а вот уже моя электричка. И, следовательно, через 1,5 часа она поедет. Приехал я буквально быстро. Итак, значит, поспал отменно, благодаря спальнику зимнему, да. Начал собираться, встал в 4 утра, в 3 встал, не спеша подогрел гречку, доел, да, попил чайку, молоко прокисло, да, и пока все подогревалось, начал собирать. Буквально у меня на все до вокзала от точки буквально 115. Мысли, открыл двери, сейчас буду грузиться. Ну и все. Осторожно, двери закрываются.